Добрый день, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой YouTube-канал. И в этом выпуске я расскажу гороскоп на ноябрь месяц для прекрасных, потрясающих дев. Ну что, дорогие девы, присаживайтесь поудобнее, и я буду рассказывать. Дорогие девы, наступил месяц, я бы так сказала, поистине интересный, поистине многозадачный месяц, который принесет не только работу и труд, но и месяц, который принесет новые знания. Возможно, новые поездки, если вы на них решитесь, и они будут интересными. Месяц обещает быть для вас продуктивным в плане работы, в плане договоренности, в плане взаимовыгодного сотрудничества. Конечно, в начале ноября еще есть вот эта нотка настроения октябрьского коридора затмений. То есть вот это вот эмоции, энергии еще будут кипеть. И здесь, конечно, хочу вам сказать, не уходите в агрессию. Не уходите в агрессию, не портите себе настроение, не портите себе жизнь, работу и так далее. Да? Первая неделя ноября еще будет эмоционально напряженной, захочется кричать, поругаться, захочется испортить отношения, да, то есть будет казаться, что все идет не так, что все не то. Но вторая неделя ноября будет достаточно трудолюбивой и плодотворной, да. Здесь, во всяком случае, будут хорошо даваться творческие проекты, здесь будут хорошо, потрясающие эти музыкальные проекты, международные проекты, все, что было связано с деньгами, с финансами, тоже хорошее, удачное время получения прибыли. Это вторая неделя ноября. Конечно же, скажу вам, что 13 ноября запускается новый лунный цикл. И здесь, конечно же, будет такая напряженная ситуация. Хоть и новый лунный цикл, но дела будут идти в этот день, именно в этот день, вот так сложно, неоднозначно, да, 13 ноября, поэтому отложите свои дела, они будут идти с трудом. Зато потом середина ноября, 18 я вот тут открываю, вот это все время, ноябрь прекрасное время для того, чтобы как раз-таки работать, внедрять проекты, получать прибыль, запускать новые проекты. Та самая энергия, которая вам была необходима, она как раз-таки будет способствовать развитию. Все, как вы любите, медленно, верно, продуктивно, плодотворно, все по полочкам, и все будет получаться. Если же на этот период, вторую и третью неделю ноября, вы запланировали поездки и путешествия, прекрасно. Получится коммуникация, получится съездить, посмотреть, увидеть мир, даже отдохнуть получится, напитаться теми самыми эмоциями, энергией, отдохнуть и расслабиться. Если же вы решите в этот момент провести, я бы так сказала, расслабиться здоровьем, да, то это тоже прекрасное, хорошее время. Получатся все манипуляции, они не будут проходить с осложнениями, они будут достаточно качественно проходить, и что эффект будет заметен, и эффект будет вам очень нравиться, сохранится, я бы так сказала, на долгое время. Последняя неделя ноября будет сложная для поездок, будет сложная для документов, работы с документами, потому что здесь как раз-таки ваш управитель Меркурий будет в квадратуре с Нептуном, и здесь возможны обманы, интриги, расследования и тому подобное. Поэтому здесь, дорогие девы, будьте начеку, проверяйте и смотрите, что вы подписываетесь, не стесняйтесь проверять, не стесняйтесь выглядеть как-то странно, да, уж лучше, как говорится, выглядеть странно, чем упустить свою прибыль, да, или быть обманутым. Поэтому, дорогие мои любимые девы, начеку последней недели ноября будьте. Меня еще просят, дорогие друзья, выкладывать гороскопы на несколько месяцев вперед, поэтому я подумала, логично этот гороскоп для вас записать и продолжить еще рассказать про декабрь. Почему? Потому что мы заканчиваем год, это последний месяц года, потом нас ждут праздники, выходные, отдохные, да, и декабрь будет не совсем однозначным, поэтому для того, чтобы спланировать
планировать, я все-таки решила еще и декабрь сюда включить. В следующем месяце буду записывать гороскоп на 3 месяца вперед, сразу девы на зимний гороскоп, да, естественно, помесячно тоже буду выпускать, потому что есть люди, которые любят каждый месяц получать свою долю счастья, радости, смотреть меня в одно и то же время, да. Ну что, дорогие девы, поехали. Коротенько про декабрь. В первой неделе декабря у нас с вами на небе будет разворачиваться Нептун, и это, конечно же, даст такое шатко-валкое состояние, особенно для вас, дев, немножко нестабильное, немножко будет чувствовать себя, будете себя чувствовать обманутыми, как будто что-то не то, чувствовать подвох, поэтому здесь включайте интуицию, интуиция будет очень хорошо вам помогать, у вас будет такой коннект с интуицией, поэтому что хотите сделать, что хотите внедрить, что хотите оставить на следующий год, что хотите, возможно, доделать сейчас, когда вам говорят, нет, не нужно этого делать, но у вас вот что-то заставляет это сделать, да, например, что-то включить в работу, что-то исключить из работы, да, связанное с работой именно, обязательно делайте, да, будут появляться люди из прошлого, будут появляться люди странные, да, держите фокус внимания на том, что важно для вас, и качественно завершите год, да. Первая неделя декабря такая волнительная, будет наступать на пятки, как говорится, Новый год, уже у людей будет такое настроение ажиотажа, да, не поддавайтесь панику, оставайтесь, как говорится, в своей нормальной сути, да, в своей деве продуктивной, плодотворной. Что касается второй недели декабря, прекрасное время для работы, для проекта, для получения прибыли, для вложений. Несмотря на то, что это убывающая фаза Луны, но для работы это просто классное время для того, чтобы классно и качественно завершить уходящий год. Да, я бы его в декабре завершила 13 декабря. Почему? Потому что с 13-14 декабря, да, там ночью, в зависимости от того, где вы живете, да, Меркурий переходит в ретроградное движение, и да, дорогие девы, на вас напрямую будет влиять этот момент на небе. Почему? Потому что коммуникации, поездки, доставки, поставки, все начнет срываться и работать не так, как хочется, да. Пожалуйста, поэтому купите все новогодние подарки заранее. Организуйте работу так, чтобы последние недели уходящего года не переживать и не волноваться о том, что, что вы не успели что-то сделать, да. Ретроградный Меркурий будет у нас с 13 декабря и по первую неделю января, да, как раз таки первая неделя праздников, и все остальное, естественно, уже будет оговариваться, договариваться и обговариваться после. Поэтому я бы завершила все свои финансовые дела первая половина декабря, да, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, чувствовать себя комфортно. Но я знаю, что не у всех так получится сделать, поэтому, мои дорогие, будьте готовы, что все может пойти не по плану. Техника будет сбоить, глючить, выходить из строя, будьте аккуратны на дорогах, будьте, естественно, спокойны духом. Да, мои дорогие, будьте аккуратны на дорогах, понимайте, какие могут происходить и случаться риски, оценивайте их для того, чтобы предновогоднее время, предпраздничное, не обернулось для вас плачевно, в том числе и на работе, и в личной жизни, да. Но сейчас вернусь именно к ноябрю и расскажу про любовную сферу. Ноябрь месяц будет для вас месяцем двояким. Он во всяком случае даст задуматься о вашем материальном развитии, вашем духовном развитии, да. Первая неделя ноября как раз-таки будете искать все практичные, прагматичные моменты в отношениях, что у вас так, что у вас не так, как бы хотелось жить, как бы жить не хотелось, почему не живете как все, например, почему недорого-богато. То есть вот такие практичные материальные аспекты будут выходить на первый план. А оставшиеся 3 недели, они будут такие уже более душевные. То есть здесь главное, понимаете, понять всю ту суть, что практичный аспект в браке, в партнерстве — это очень важно, но все-таки
Любовь это дело, оно такое же нематериальное, да, любят же не за что-то, любят за просто так, как говорится, любят за сонастройку душ, за те самые теплые качества, которые есть в нас самих, да, и которых мы ищем в других людях. И вот это вот внутреннее притяжение, да, как говорится, противоположности встречаются? Нет. Противоположности встречаются на какой-то короткий срок, когда повеселились и разошлись, да. Все-таки в жизни люди остаются на долгий период вместе, когда у них есть общие точки соприкосновения, общие взгляды на жизнь, общие, ну, то есть понимание основных жизненных принципов, когда у людей это одинаковые, схожие моменты, и как раз-таки вот это осознание, я надеюсь, что оно все-таки к вам придет, это как раз середина ноября, то есть 2-3 неделя ноября, и тогда на самом деле наступит у вас такой момент глубоких душевных осознаний. Последняя неделя ноября с 24 по 30, конечно же, от осознания всего этого захочется почувствовать себя жертвой. Ну почему опять придется трудиться, да? Ну почему брак, история любви и отношения — это вообще такая история сложная, она, казалось бы, завязана на нематериальном, но придется трудиться-то вот вживую, да, открывать свое сердце, дарить тепло, потому что история с отношениями, она как раз-таки уходит своими корнями в душевную работу. Многие за эту работу боятся браться, потому что она требует таких очень сильных поднятий внутренних смыслов, да. Многие боятся открывать свое сердце, скажем честно так. Мир сейчас такой, когда материальное вышло на первый план, и люди перестали ценить то духовное и душевное, что есть в нас, да. Поэтому, дорогие девы, я желаю, чтобы у вас этот месяц в любовной сфере прошел как нужно. Почему? Потому что для вас это очень важная сфера, и на основе вот этих своих любовных выводов в своих любовных отношениях, да, в браках, в партнерстве. То есть, если вы даже это затронет даже тех дев, которые пытаются построить отношения, но не могут понять, почему они не строятся, почему не получается как надо, да. На основе этих выводов начнет строиться и карьера. На основе этих выводов станет даже просто душевно легче. Да, конечно же, от осознания всего сильно легче, ну, если вы пойдете вперед, не будете впадать в жертву, тогда будет прям хорошо, да, потому что нет здесь никакой такой жертвенной истории, нет здесь никакой истории глубоких трансформационных переживаний, нет, это просто такой закон жизни, закон вселенной, мироздания, не я его придумала, но вот он такой. И чем быстрее вы придете к тому, что мир не настолько материален, что в нем есть еще и другая история, да, тем быстрее ваши дела и финансы, в том числе материальные блага, пойдут в гору. Ну что, дорогие девы, вот с таким красивым видом я заканчиваю ваш гороскоп на ноябрь 2023 года. Пусть он у вас будет разнообразный, пусть он у вас будет интересный. И я желаю, чтобы ноябрь был у вас продуктивным, потому что для вас нет ничего хуже, как вы любите говорить, бестолкового месяца, да. Пусть это будет не просто материальный толк, пусть это будет еще и душевный толк. И для вас это в ноябре очень важно. Спасибо, мои дорогие, что досмотрели это видео до конца. Если же у вас есть вопросы, оставляйте их в комментариях. Если оставляете вопросы в комментариях, то оставляйте обязательно дата, время и место вашего рождения, а еще лучше место вашего проживания, для того, чтобы я ответила на этот вопрос четко. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Надеюсь, что была полезна. И увидимся с вами в следующем видео.